Всем привет! Сегодня я покажу пример работы в раннем доступе Unreal Engine 5 и камера 360 версия 1. В моем случае я использую просто камера 360 версия 1, поэтому она находится в папке Content. Итак, приступим. Для начала подготовим сцену и сам проект. В нашем случае это Archviz проект. Мы активировали Lumen, Ray Tracing, тени и остальные настройки. Следующий шаг. Убираем постпроцесс, который может помешать проекции сделать корректное изображение. Убираем Bloom. Использовать будем Lumen и для отражений, и для... да, в раннем доступе используется Lumen 4 версии. Сохранить. Мы используем следующих экторов: камера Point 2D и камера Rec 2D. Камеру Rec 2D можем опустить пониже. Самое основное это камера Point. Итак, в настройках я выбираю проекцию 360. Затем выбираю нужный фреймрейт, 30 кадров в нашем случае. Для Lumen мы активируем опцию Lumen. Вот эту опцию мы не трогаем. То есть для Lumen мы используем задержку. То есть если у вас сильно шумное изображение, попробуйте увеличить задержку. Так. В целом все. Я сейчас использую просто play и на кнопочку. Так, сейчас. Я использую кнопочку play и кнопку M. Сейчас происходят скриншоты 6 разных сторон, а потом объединение в проекцию. Итак, что в нашем случае мы получили? Люмен проекцию. Но есть определенные... Где-то могут быть швы. Сейчас я посмотрю в настройках. В целом изображение само по себе очень довольно-таки чистое и оно приятное. Так.
сейчас попробуем еще кое-что сделать. А если мы сделаем так? И увеличим качество глобального освещения. Также на всякий случай просто отключу Ambient Occlusion. Так, сейчас 1 минуту. Немного увеличу задержку на всякий случай. До 1 секунды. Раз. Lumen использует пространство экрана для создания эффекта глобального освещения. По этой причине мы видим, что на изображении могут быть швы. Проверяем изображение. Да, все равно здесь у нас остался такой шов. Сейчас покажу пример, как можно использовать секвенцию. Представим, что у нас есть секвенция на уровне. В нашем случае это мастер. Возьмем изображение в 8К. Ну, это уже как бы 7680 на 3840, оно тоже довольно высокое. Но давайте еще выше сделаем. То есть вы можете 2 к 1 выбрать размер вашего окончательного изображения. Здесь зависит качество фотографирования камер. То есть, если вы сделаете его очень плохим, то я вам покажу пример. К примеру, на 50 пикселей сделаем. И попробуем сейчас применить рендер. Представьте, что все камеры по 50 пикселей разрешения, а выходной у нас получается 8000 пикселей. Вот итог. Вот он итог получаем. Это 50 пикселей и все объединено в проекцию. 2500 пикселей это довольно хорошее качество изображения. Можете повысить до 3, до 4000. Все зависит от предпочтений. В моем случае давайте тогда 3000 поставим. Сделаем кнопочку Rec. Сделали анимацию. Теперь привяжем камера Point к какой-нибудь камере.
Выбираем камера Point. Крепим к Cinema камера, когда она появляется. Также сделаем положение по нулям. Так наша камера присоединена к вашей камере. Вот, смотрим мы на изображении ниже. Камера Point здесь мы уберем. А который Cinema камера Actor, мы его деактивируем. Вот так. И уберем эффект Fade, чтобы сразу видели рендеринг. Следующий шаг. Мы закрываем секвенцию. Переходим в камера Point. И у нас есть количество кадров. Количество кадров в нашем случае. Сделаем рендеринг. То есть здесь у нас 1440 кадров. Но мы сделаем, давайте хотя бы кадров 10. 10 кадров. Давайте сделаем 10 кадров. Не 1440, а 10 кадров. Я сохраняю. Теперь сделаем более финальный такой вариант. Отличное качество. В целом, я думаю, либо 3000 даже пикселей на 3000. Можно 2500. Тоже отлично. Отличный вариант. Нажимаем play. Все. То есть таким образом мы можем с вами получить рендеринг, используя камера 360 версия 1 и Lumen. Но в Lumen системе, как я и говорил, сейчас пока наблюдаются определенные швы. Надеюсь, в будущем это будет исправлено. Так, стоп. Давайте все-таки мы уменьшим задержку. По умолчанию выставим. И 2500 выставим. Думаю, тоже отличное качество. Для этого вполне достаточно должно быть. Сейчас проверим. Да, такое качество очень... В принципе, приятно смотрится. А вот и первый кадр. Как видим, и пикселизации меньше, и... На этом все.